Вязать мы будем плед из вот такой пряжи Гималая Dolphin Baby. Обзор данной пряжи я делала у себя на канале. Это стопроцентный полиэстер и цвет у меня розовый 80-319. Крючок советуют, видите, использовать 4,5, а спицы 6,5. Но мы будем вязать плед спицами номер 5. И вся информация об уходе вот здесь. Друзья, советую эту пряжу заменить качественной натуральной пряжей такого же метража, чтобы ниточка была такая же объемная, как шнурочек, и чтобы она пружинила немножко. Например, как меринос или любую пряжу, в общем, берите такой же толщины. Посмотрите, какой получается узор из этой плюшевой пряжи. Прекрасный узор. Узор получается очень красивый, так как каждая вот эта дужка, она, видите, как бы провисает слегка. И получается, как мой муж сказал, узор напоминает море. С изнаночной стороны смотрится тоже симпатично. Этот узор очень легко вяжется при помощи скрещивания петель. Спицы я использую Чиагу. Вот такие вот у меня съемные. Номер 5. Они острые, да, но очень удобные. Обожаю эти спицы для того, чтобы вязать самую разную пряжу. И плюшевую, и мохер, и вот всю пряжу я люблю вязать на чиагушках, мне нравится. Если хотите изменить свою плотность, возможно, кому-то кажется такое полотно рыхлое, то можете взять 4,5 или наоборот, если хотите связать плед более такой рыхлой и свободной вязкой, возьмите 6, чтобы сделать плед, так сказать, по-своему, не подстраиваться под мою плотность. Если не хотите подстраиваться под мою плотность, то я вас научу, как посчитать самому, учитывая свою плотность, плед нужного вам размера. Готовый плед получается 95 сантиметров в длину и 90 в ширину. Это при моей плотности вязания. Чтобы получился плед такой ширины, я набирала при своей плотности вязания 137 петель. По сути, я набрала 136 петель и плюс 1 для симметрии. Вот и получилось у меня 137. В данном мастер-классе я вас учу не просто повторять за мной, просто набрать вот это количество петель и связать плед, а связать образец. Вот такой вот. И измерьте, пожалуйста, вашу конкретную плотность вязания, сколько у вас в 10 сантиметрах получится петель. Берете, прикладываете ленту, вот так вот в 10 сантиметрах считаете. В этом мастер-классе я вас учу именно связать образец, постирать его. Можете в машинку прям его кинуть, ваш образец с какими-то вещами постирается, пускай. Все равно вы будете так же само стирать плед. И после того, как он высохнет, берите вашу плотность. И тогда садитесь и делайте расчеты. Я вам сейчас покажу, как сделать расчеты на примере просто условных значений. Хочу, чтобы вы самостоятельно научились делать расчеты для пледа. Вот это мои значения. Вот столько я набирала петель. Давайте для примера рассмотрим. Например, у вас в 10 сантиметрах 14 петель будет. Вы хотите плед связать шириной 1 метр. Значит, сколько нужно набрать петель? Нужно сначала выяснить, сколько в 1 сантиметре. В 1 сантиметре делим 14 на 10, получается 1,4 петли. Умножаем 1 метр на 1,4 и получаем 1,4, получается 140 петель надо набрать, чтобы получить такую ширину. Видите, я набирала чуть-чуть меньше. У каждой из вас будет разная плотность. Кто-то наберет 140 петель и у него будет вот 1 метр ширина. Кто-то наберет 137 петель, как вот я, и получится такая же плотность, как у меня. Кто-то наберет 137 петель и будет шире плед 95 будет сантиметров, а может даже метр. Понимаете, у всех разная плотность. Поэтому, пожалуйста, не подстраивайтесь под эти цифры, сколько я набираю. Я, конечно же, рассказываю, сколько я набираю. Как описание вам рассказываю, как я это все связала. Но учу всегда делать самостоятельные расчеты. Потому что я хочу, чтобы мои ученики росли и самостоятельно понимали, откуда берутся все значения. Для того, чтобы связать розу, запишем отдельно роза, я набирала 155 петель. Вот это значение, это то, сколько я набирала петель. И в высоту провязала 16 рядов. Вот это мои значения, я ими пользовалась. Можно провязать
розочку подлиннее. Наша длина измеряется в петлях, то есть мы можем набрать 300 петель или 250 и так далее. И в высоту вы можете провязать не 16, а, например, 20 рядов или 22. Тогда ваша лента будет шире, немножко шире. Вот если нарисовать нашу ленту, вот так ряды, 20 рядов, и это ширина в петлях. Это петли, здесь ряды. Можете пользоваться моими значениями. Если вы захотите связать плед большой какой-то, например, в ширину захотите 200 сантиметров, то есть 2 метра, так же само вы умножаете 200 на вашу плотность вязания 1,4 и узнаете, сколько вам нужно набрать петель. Для такого пледа надо набрать 280 петель. Вот так вы считаете любую ширину. Или вы захотите 1,5 метра, тогда пишите 150 сантиметров. Или вы захотите 95 сантиметров или 100. Все зависит от того, какую ширину вы хотите связать и какая у вас плотность вязания. Не привязывайтесь, пожалуйста, к моей плотности вязания. Я даже вам ее говорить не хочу. Потому что хочу, чтобы вы связали, не поленились, связали образец. Пряжа все же такая плюшевая, она подвижная, и она все же вот в разных руках будет разный результат. Если вы свяжете очень рыхло, плед больше, знаете, вытянется в ширину. Если свяжете очень туго, он будет более узкий. Она подвижная, эта пряжа. С ней нужно попрактиковаться, чтобы понять вот ее, как сделать ее в ваших руках нужного размера. На плед такого размера, вот как у меня, 90 на 95, ушло 5 мотков пряжи. 5 мотков, это только на полотно, ну, буквально 5 мотков, плюс еще может грамм 20 ушло. Смотрите, как я вязала. Сначала я вывязала 5 мотков пряжи, связала полотно. Далее я связала розочку, пришила ее. Далее я начала обвязку, обвязала плед вот с этой точки, вот отсюда я начинала обвязку. Вот так по направлению, вот так обвязала плед весь сюда, вот дошла, но петли я еще не закрыла. Петли у меня открытые, так. Я оставила 3 метра пряжи для того, чтобы мне хватило дальше закрыть петли, отрезала нитку, прикрепила эту нитку от последнего 6-го мотка к вот этому полотну, вывязала всю пряжу, что осталось. Просто не люблю остатки и вывязываю всю пряжу, вот, чтобы у меня не лежала. Вывязала всю пряжу. Получается, роза готова у меня, плед обвязан почти до конца, осталось 3 метра, как раз хватит. В итоге на плед у меня ушло 6 мотков. Вот так. На само полотно ушло 5 мотков, и еще от 6-го мотка я взяла немножко в полотно, рядочков на 6 хватило. Но учитывайте, что один моток, если мы вывязываем, то его хватает сантиметров на 20 по высоте, вот сантиметров 20 примерно. Вы можете взять и связать любой пряжей этот плед, просто сделайте свои расчеты. Итак, вы берете спицы нужного размера, читаете на этикетке из-под пряжи, которую вы выбрали, читаете на этикетке, какой необходим номер спиц, и вяжете вот такой вот образец. 1, 2, 3, 4, 5. Провязала здесь 22 ряда, закрыла. Просто обычное классическое закрытие. Кидаете в машинку, стираете образец. После того, как он высохнет, вы делаете расчеты. Вот эту вот цифру набираете, если хотите связать просто плед по моему мастер-классу, не задумываясь, не делая никаких расчетов. Просто берите спицы номер 5, набираете петли. 137 именно потому, что нужно нечетное количество петель. Нечетное количество петель необходимо, потому что первая петля это кромочная, а напротив второй петли мы делаем вот эти дужки, вот эту волну напротив второй петли. И потом аж в конце так же само получается крайняя петля кромочная, и с конца вторая тоже, видите, вот над ней мы делаем вот эти волны. Если вы наберете четное количество петель, то у вас будет с конца кромочная и вот эта петля, вот она, скрученная получается, скрещенная. То есть дужки с левой стороны пледа у вас
не будет вот этих дужек, а с этой стороны будет заканчиваться плед вот так вот, вот этой скрученной петлей. И, как вы видите, симметрии в таком случае нет. Поэтому для того, чтобы была красивая симметрия, чтобы и справа вот такие были эти волны, и слева специально к четному количеству петель прибавляйте одну петлю, чтобы было нечетное. Сейчас мы с вами свяжем узор, покажу, как вяжется этот прекрасный узор. Как отсчитать нужное количество петель для набора. Если вам нужно набрать 137 петель, вот как мне, то я вот как делаю, беру, отсчитываю, вот раз, вот это будет 10 петель, видите, получается ширина как 2 спицы, вот моих, раз, да, где-то 2 спицы. Да, 2 спицы. Смотрите, 2 спицы. Это раз на 10 петель. Дальше на глаз. Вот 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот так отсчитываю 13 таких отрезков. То есть 13 это равно 130 петель. Один отрезок 10 петель. Плюс еще один отрезок будет 140, да? И вот такой хвостик получается у меня сбоку лежит. И вот точно хватит такого отрезка. Измеряю вот так вот на глаз, чтобы набрать нужное количество петель. И набираете петли на одну спицу классическим методом. Из этой пряжи не особо видны какие-то наборы, поэтому здесь нет необходимости вязать какие-то там сложные наборы петель. Лучше взять самый простой. Набираем вот таким образом, классическим. Петли на одну спицу. Свободно, не затягиваю, видите? Вот так. Так, раз, два, три, четыре, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Набираю нечетное количество петель и вяжем первый ряд. Снимаем петлю. Далее прикидываем нитку наперед, снимаем лицевую петлю, следующую провязываем, снимаем, придерживаем немножко, вот знаете, лучше связать такие несколько образцов, чтобы у вас набилась рука, так сказать, чтобы формировалась вот эта дужечка такая, она немножко должна провисать. Вот как на пледе, смотрите, эти дужки, они чуть-чуть провисают, видите, каждая. Неровная, если растянуть плед, вот видите, натянула сильно и получается ровная линия. Нет, вот обычная ширина пледа, вот он в таком состоянии. И эти дужки, они должны провисать. Вот так красиво очень. Чтобы получился такой узор, нужно вязать расслабленно. Нужно попрактиковаться, связать пару образцов, чтобы вы поняли, как у вас именно вот, как руками вы двигаете, чтобы именно получался такой результат. Снимаете. Вот эта петля провязана, да, изнаночная. Далее мы снимаем и чуть-чуть как бы вот так придерживаем пальчиком. Хоп. И следующую провязываем изнаночной. Видите, провисать будет в таком случае. Следующую я снимаю. Далее как бы чуть-чуть придерживаю. И следующую провязываю. Так, зацепилась, провязываю вот так. Снова снимаю. Следующую провязываю, снимаю, следующую провязываю. И предпоследняя петля, мы ее снимаем и кромочную провязываем. Первый ряд провязали. Видите, в таком случае петли у нас так формируются красиво, провисают. Изнаночный второй ряд. Снимаем кромочную и смотрите, как нужно вязать. Изнаночный ряд не нужно сильно расслабленно вязать. Ну, в принципе, также, но чуть плотнее. Изнаночными петлями мы как бы закрепляем вот эти столбики изнаночных петель. Мы провязываем чуть плотнее и таким образом даем провисать этим дужкам. Кромочную в конце ряда вяжем изнаночной. Так, далее поворот, разворот. Вяжем следующий третий ряд. Он вяжется так же, как первый. Кромочную снимаю. Смотрите, как стоит петля. Вот ее правильное положение. Вот. Правая стенка справа, левая слева. Мы ее вешаем, как она висела. И обычно, чтобы петли не скрещивались, нужно провязывать их
за правую стенку, за вот эту. Тогда она будет не скрещенная лицевая. Так, кромочную провязали, снимаем вторую. А мы будем провязывать за левую стенку. Изнаночную каждую, которую мы будем провязывать, за левую стенку. Не за правую, а за левую. И таким образом мы ее скрещиваем. Вот так. И плюс придерживаем немножко, чтобы сформировать такую провисающую дужку. Следующую снимаю. Дальше провязываю, снимаю, провязываю, снимаю, провязываю, провязываю и предпоследнюю снимаю, последняя кромочная провязываем. Смотрите, как получается. Следующий ряд, четвертый, снимаем кромочную и также само вяжем скрещенные петли, друзья. Вот, если мы провяжем просто за вот эту стенку, за правую, то есть петля будет изнаночная, но не скрещенная, обычная. Вот такая вот обычная. Вот сейчас я провязала обычная. То на лицевой стороне я пробовала разные образцы, вязала, и оно получается совсем другой эффект. Не получится такой узор. Надо вязать за левую стенку. Тогда эффект тот, что нам надо. Вяжем вот так до конца. И по сути мы чередуем постоянно эти два ряда, первый и второй. И видите, как формируются вот эти волны. Вяжем следующий ряд, снимаем, кромочную сняли, и следующую снимаю, придерживаю. Просто легонечко придерживаю, специально не тяну, знаете, чтобы было больше, вот, чтобы больше провисало, нет. Но не затягиваю вот указательным пальцем, не затягиваю. Если натянуть, то смотрите, если я сейчас натяну, вот я натянула, видите, натянула и провязываю изнаночную, получается короткая дужка, очень короткая, и она не провисает. И будет другой эффект, будет просто эффект такого, ровных таких линий. Поэтому, друзья, я же говорю, нужно сначала связать пару образцов, чтобы у вас набилась рука. И вяжем вот наша лицевая петля, вяжем ее скрещенной обязательно за левую стенку. Придерживаем, раз, сняли, легонечко придержали, провязали, придерживая, сняли, придерживаем, провязали, придерживая. Вот все делаем, знаете, так нежно, легко, будто бы мы гладим кожу новорожденного. Как-то вот так вот, чувство такое в руках получается, легкости очень большой. Такой узор получился какой-то легкий. Вот я сильно прям придержала, и смотрите, что получилось, очень вылезла петля. Так тоже не должно быть. Вы это не исправите. Что нужно сделать? Нужно просто распустить. Поэтому два варианта у вас есть. Либо связать сразу нормально, чтобы не распускать. Попробуйте на образце пару раз, потому что распускать пряжу эту неудобно. Оголиться вот нитка может, пушок облазит бывает при распускании и будет некрасиво. Тренировка на образцах. Вы сразу поймете, схватите, как вам нужно, вот с какой плотностью вязать. И вот сразу потом берете и вяжете плед. Свободно. И советую не вязать параллельно с пледом еще какие-то изделия. Потому что вот эта легкость, что необходимо для вязания пледа, может исчезнуть, когда вы будете вязать какое-то другое изделие. И потом, когда вы снова начнете вязать плед, то вы можете уже чуть-чуть по-другому связать, с другой плотностью. Будет другой эффект. Теперь смотрите, когда вы вяжете плед, то тут понятно, просто нужно связать большущий прямоугольник и закрыть петли. Когда вы вяжете ленту для розы, то или можете оставить прямоугольными края, или можете скруглить. Сейчас я связала вот такую ленту для цветка. Сейчас я буду делать розу. С каждого края этой ленты, видите, сделала такое небольшое закругление методом убавления петель. Чтобы скруглить края, углы, это лучше делать в изнаночном ряду. Снимаем кромочную петлю и провязываем 2 изнаночные петли. Вот так. Все. Далее довязываем изнаночный ряд до конца почти. В изнаночном ряду мы вяжем чуть плотнее. Не так расслабленно вяжем в изнаночном ряду, как в лицевом.
И смотрите, так же само, если хотите скруглить второй край, так же само вяжем 2 изнаночные в одну. И потом кромочная. Далее переходим на лицевую сторону, снимаем. Убавка здесь произошла, и нужно правильно провязать дальше. Смотрите. А вы видите, что вот здесь, вот я проведу так спицу, вставлю. Над спицей эти провисающие дужки. То есть напротив этой петли нужно снова сформировать такую дужку. Это значит, что после кромочной мы будем вязать изнаночную, а не снимать ее, да? Так как мы сделали убавку, стало на одну петлю меньше, но нужно провязать правильно. Вяжем изнаночную, скрещенную за левую стенку, вы заметили? За вот эту, что левая стенка перед спицей, вот так. И потом аж снимаем. Кромочная, изнаночная, и потом аж снимаем. Далее снова изнаночная, снимаю петлю, изнаночная, снимаю петлю, изнаночная, снимаю, изнаночная и кромочная. Снова разворачиваем. И далее, если хотите еще скругление делать, то опять убавку делайте в изнаночном ряду. 2 вместе, вот одна петля, за левые дужки, изнаночной вяжете. Довязывайте ряд, вставляете 3 петли в конце, и вот эти 2 провязывайте изнаночными. И последняя кромочная. Получился уже чуть-чуть наклон. Вяжем снова лицевой ряд и сохраняем, соблюдаем рисунок. Смотрите, у нас опять стало меньше петель, и мы смотрим, ага, вот эта петля изнаночная провязанная, напротив этой есть дужка, значит, продолжаем, сохраняем рисунок, снимаем и изнаночную вяжем, снимаем, изнаночную вяжем, снимаем, изнаночную вяжем и снимаем, изнаночную вяжем. Далее я скругление закончила, делая убавку таким образом. Кромочную я снимала и убавляла 3 петли, не 2, а 3. Это для ленты, для розы, не для пледа. Вот так 3 петли в одну, поплотнее. Так. Далее 1. И здесь остается также 3. Провязываем в одну и кромочная. Разворачиваем. Можно сразу закрыть петли для розы, то есть не нужно уже вязать ничего. Закрываем точно так же эту ленту для розы, как и сам плед. То есть так же само, вот как нужно плед закрывать, вот точно так же этим же способом. Вот так закрываем до конца, не затягиваем. Последнюю кромочную провязываем изнаночной, накрываем. Остается петля. Мы обрезаем нить. И вытягиваем. Все. И прячем этот хвостик на изнаночной стороне. Вставляем крючок под дужку, хватаем нить, протягиваем, делая петлю. И через эту петлю протягиваем хвост. Затягиваем. Так делаем раза 3. 1, 2, 3 рядышком. Можно просто один раз вот так протянуть. А следующий раз снова зафиксировать с петелькой вот так. И еще раз протянуть. Вот так. И так же само, как на пледе мы прячем хвостики, так же и на ленточке. Все прячем и обрезаем вот так под корень. Все. Когда вы будете вязать плед Лароса из другой пряжи, то также обязательно свяжите образец. Набираете петли на одну спицу. Таким классическим способом. Нечетное количество петель. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 петель наберу. Первый ряд вяжем так. Кромочную мы сняли. Вторую петлю снимаем. Нить лежит перед работой. Нить придерживаем немножко. Провязываем третью петлю изнаночной. Снова снимаем петлю. Изнаночную вяжем. Снимаем петлю.
изнаночную вяжем, снимаем изнаночная и в конце снимаю петлю и кромочная последняя петля, вяжем ее изнаночной. Развернулись. В изнаночном ряду все петли вяжем изнаночными за левую стенку. Вот, вот так. Так, довязывая ряд до конца. Следующий ряд кромочную снимаем, перекидываем нить перед работой, кладем, снимаем вторую. Дальше смотрите, как петля стоит, висит на спице. Мы берем левую дужку петли и вяжем изнаночную. Дальше снимаем следующую петлю, изнаночная, снимаем, изнаночная, снимаем, изнаночная, снимаем, изнаночная и вяжем еще один ряд изнаночный. Также само вяжем все петли скрещенные не за правую дужку, а за левую, вот за вот эту, чтобы петля перекручивалась, была скрещенной на лицевой стороне. В данном узоре все изнаночные петли мы вяжем за левую стенку. И в таком случае получаем нужный узор. Если вязать за правую, узор не такой будет. Теперь хочу показать, как можно, не придерживая, вот я говорю, придерживайте, чтобы было вот такое провисание, но смотрите, как можно еще. Перекидываете нитку, снимаете петлю и вот прям вот так натягиваете, чуть-чуть отводите в правую сторону, правую спицу с петлями. Натянули чуть-чуть, видите, вот смотрите, вот в расслабленном состоянии, и вот так я натягиваю, да. И когда натягиваем, то вот эта нитка, вот эта вот рабочая нитка, она также, видите, натягивается, и тут как бы формируется вот это достаточное количество миллиметров этой пряжи, которая потом провиснет. Натянули, пальчиком как бы так зафиксировали и вяжем изнаночную петлю за левую стенку. Снова натянула, сняла и вяжем. Натянули, сняли и вяжем. Натянули, сняли, вяжем. Натянула, видите, вот прям вот так всю спицу с петлями, снимаю, провязываю. Изнаночный ряд вяжем, ничего не натягиваем, просто вяжем, держа пальчики, видите, вот так вместе, не растягиваем изнаночный ряд. Вот таким образом. Теперь я сейчас буду вам не на камеру снимать, а просто провяжу, потому что когда я снимаю на камеру, то получается все медленнее, я вяжу медленнее. И хочу просто показать, как я вяжу этот узор. Не на камеру, а просто вот как я его вяжу в жизни. Так, еще ряд провяжу с вами. Я приспособилась так вязать, чтобы одновременно я и немного натягиваю, и придерживаю пальцем. Но все это делаю быстро. Вот эту нить, что должна провиснуть немножко, я как бы ее пальцем вниз, так, знаете. Смотрите, я сняла, провязала. Видите, автоматом вот так оттягиваю, вот так пальцем даже, да, даже не замечая того. У некоторых из вас может с первого раза не получиться. Ну, это не страшно. У меня тоже много чего с первого раза бывает не получается, но я делаю второй, третий и на пятый раз и получится. Видите, пальцем прямо вот так я привыкла делать, пока вязала плед. Провязала, сняла, провязала, сняла. Суть в том, чтобы правильно провязывать вот этот ряд, где у нас вот эти провисающие дужки. И вот эту петлю изнаночную, смотрите, когда мы ее провязываем,
вот висит дужка, например, вот она провисает. Когда мы ее полностью вот так прокручиваем, вытягиваем вот так эту петлю, то мы тем самым укорачиваем вот эту провисающую волну. Видите, мы тянем изнаночную петлю, оно все затягивается и становится не провисающая уже петля, а ровная. Чтобы не была она ровной, лучше вот растянуть и изнаночную петлю вот чуть-чуть, буквально вот сейчас покажу, смотрите, чуть-чуть вытащили и все, и отпустили. И тогда оно получается вот провисает. Снова мы сняли и изнаночную петлю делаем невысокую за левую стеночку, вот буквально чуть-чуть зацепили на кончик спицы. Все, получилась петля и отпускаем. Не надо ее вытягивать полностью. Снова снимаем, переснимаем, провязываем такую коротенькую. Еще раз снимаем. В изнаночном ряду нам нужно вязать все петли, вот эти изнаночные тоже, не вытягивая, не делая их высокими, просто вот вяжем обычные петли. И плотность здесь уже стандартная, то есть мы не свободно вяжем, а вот с вашей стандартной плотностью, с вашим стандартным положением рук нужно будет вязать. Лицевой ряд более расслабленно, а изнаночный вот стандартный вариант. Посмотрите, как получается формировать вот эти волны из другой пряжи, не с плюшевой. Эти дужки прям получается как чешуя у рыбы, видите, я складываю и вот они так торчат. Когда у вас получится вот такой именно эффект на образце, вот вы добьетесь такого эффекта, будете уверены вот и вам нравится, вот посмотрите на полотно и наконец-то скажете сами себе, что вот мне нравится, тогда приступайте к вязанию пледа, запомнив положение рук, с которым вы вяжете этот прекрасный узор. Но какую бы вы ни взяли пряжу, всегда тренируйтесь на образце. После того, как мы связали полностью плед, нам осталось только связать кайму. Ее, в принципе, можно и не вязать, но я решила связать, чтобы стабилизировать край. Это не необходимость, это просто мое такое желание улучшить плед. Прикрепляетесь в любом месте под кромочные петли. Используйте крючок номер 5, такой же номер, как и спицы. Можно взять номер 6 и вязать поплотнее, и тогда будет, будто бы вы вяжете номером 5. Я взяла как раз номер 6. Итак, мы берем хвостик пряжи, прикладываем в любом месте. Я вот возле уголка прикрепляю, давайте вот здесь. Под 2 кромочные вводим крючок, цепляем, протягиваем. Хвостик один остается. Вяжем воздушную петлю. Обвязываем так, напротив каждой кромочной, вот она, кромочная наша, нужно провязать столбик без накида. Вводим крючок так, чтобы над ним было 2 дужки, 2, вот видите, стеночки петли кромочные, раз, два. Хватаем петлю, хватаем пряжу, вытягиваем и провязываем столбик без накида. Далее снова вот следующая кромочная, косичка такая, ввожу под 2 ниточки, не под одну. Вот если бы я под одну ввела, видите, одна нитка над крючком. Не под одну вот эту дальнюю стеночку или ближнюю, вот так, например, сейчас покажу вот так. Нет, надо под 2 ввести, хватаем и провязываем столбик без накида. Дальше следующая. Столбик без накида, и тут мы вот довязали до угла. В уголке нужно развернуться и провязываем для этого 3 столбика в этот уголок в одну и ту же точку. Раз, еще раз сюда же 2 и 3. Готово. Поворачиваем, переходим на следующую сторону нашего пледа и делаем то же самое. С этой стороны у нас нету таких явных кромочных, но мы соблюдаем расстояние между столбиками. Смотрите, вот визуально запомните, вот, сейчас покажу иголочкой, вот основание столбика и вот основание столбика. Видите, какая между ними ширина. И вот такую ширину мы должны соблюдать и дальше. Вводим в плед
прям крючок по краю. Видите, вот здесь. Дальше вот здесь вставляем напротив петель крючок. В принципе, получается, что напротив каждой дужки вот такой можно провязать столбик без накида. Сейчас вот так. Вот так. Снова следующая дужка. Не затягивайте столбики, чтобы они вам не стянули край полотна. Если вы их плотно провяжете, то будет край пледа стянут. Вот такая получается аккуратная кайма. Кайма не широкая, тут сантиметр, не больше. Обвязываем весь плед по периметру вот таким образом. И вот когда мы доберемся до того места, откуда начинали, вот здесь мы присоединялись, так? Вот, например, мы довязали. Сейчас я начну с этого места. Вот так. Вот столбик провязала, и осталось мне провязать последний столбик по кругу. Вот я его провязываю. Самый последний столбик. Нужно соединить конец ряда с началом. Для этого мы вводим крючок под вот эту воздушную петлю, которую мы провязывали в начале, под две эти стеночки. Видите, вот она косичка, это вот она, и она состоит из двух дужек. Вот под эти две дужки надо ввести крючок, хватаем нить и протягиваем ее через петлю. Все, таким образом соединили. Хвостик обрезаем, вытягиваем нить и прячем на изнанке. Все так же само, все кончики прячем одинаково. Закрывать петли мы будем в изнаночном ряду. Почему в изнаночном? Потому что, смотрите, вот я закрыла петли в лицевом ряду. То есть я провязала ряд с вот этими волнами, вот этим узорчиком, да, лицевой ряд я провязала. Далее я провязала изнаночный ряд. И этот изнаночный ряд дал мне на лицевой стороне вот эту вот лицевую гладь, видите? А потом в лицевом ряду я закрыла вот петли пледа. И получается, что небольшая такая асимметрия. В начале, вот где мы набирали петли, с краю просто идут волны, а с этой стороны волны. Далее вот эта ширина этой глади сформировалась, и потом закрытие. Чтобы убрать вот эту гладь, мы после узора сразу закроем, не будем провязывать изнаночный ряд, а сразу в изнаночном ряду закроем петли. Тогда будет симметрия, видите, так. Ну, можете, в принципе, так закрыть, как я в образец вот закрывала. Тогда будет асимметрия. Я просто люблю симметрию, поэтому предлагаю вам в изнаночном ряду закрывать петли. Вот мы довязали ряд, вот этот вот, с нашими волнами, вот он. Закрывать будем петли самым простым способом. Снимаем петлю, вяжем изнаночную и накрываем вот таким образом. Снова вяжем изнаночную петлю и накрываем вот так. Закрывайте так, чтобы было не туго. Сравнивайте вашу плотность с тем, как вы в начале вязали. Видите, у меня петля на спице на правой, она очень свободная. Вот таким образом закрываем весь ряд. И посмотрите, что получается. На лицевой стороне у нас нет вот этой полоски из лицевой глади. Вот, смотрите, на образце эта полоса есть, а на пледе ее не будет. Когда закрываете петли, то сравнивайте, чтобы ваше полотно, вот здесь, видите, оно так пружинит. И вот у меня начальный ряд, он также пружинит, видите, что в начале, что в конце ваши края должны быть одинаковые по ширине. Поэтому следите за плотностью, не вяжите рыхлее, чем в начале, не вяжите плотнее, чем вы в начале вот тут набирали петли. Старайтесь вот так сравнивать и соблюдать пропорции, чтобы у вас был аккуратный пледик. Вот такая получается длинная лента. Вот такая длиннющая лента. Чтобы ее связать, также нужно использовать спицы номер 5. Набрать так же само, как на плед, на одну спицу необходимо 155 петель. И такой свободной вязкой, не туго, не рыхло, свободной просто вот вяжите свободно. Провязывайте 16 рядов
в высоту. У вас должно получиться, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вот таких волн. Вот такой ширины достаточно. Если хотите, можете сделать 10 волн, если розочку хотите пошире. Сейчас мы с этой ленточки сделаем цветочек. Покажу вам, как его сделать. Смотрите, вот у нас начало вязания, да, это нижняя сторона. Здесь сверху мы закрывали петли. Вот тут остается такой хвостик, вот петля. Когда уже закрыли, вот осталась петля и хвостик. Сейчас я просто протяну хвостик в эту петлю. Далее берем иголку с большим ушком, вставляем нитку. Получилась такая петля, так как как-то застопорилась нитка. Смотрите, такое бывает из этой пряжи, видите? Вот пушок вот так вот застрял внутри, а этот не проходит, видите? Получается вот нитка внутри пустая, без этого пуха. Мы берем эту петлю, наклоняем, ничего страшного, и протягиваем вот так. Это все такая пряжа, бывает разные моменты при работе с этой пряжей, но они прекрасно прячутся, так как она плюшевая и незаметны. Протянем иголочку вот так. Дальше сюда вверх поднимем. Видите, я ввела снизу в эту петлю. Теперь беру, прижимаю как бы ее и ввожу вниз иголку. Дальше просто прячем хвостик. Вот так и вот так. Можно как-то закрепить его. Как закрепите, так оно и будет у вас. Вот так петельку сделали, вставили и вытянули. Вот так протянуть. Далее просто обрезать. Когда будем формировать розу, тоже нужно аккуратно работать с этой пряжей, так как если пушок вот этот, видите, он на нитке он сидит, сейчас покажу. Вот так вот, видите, он облезет, я его сильно сейчас прям так стягиваю. Видите, что получается. Вот, поэтому нужно аккуратно работать, чтобы такого не было. Итак, мы сделали такую ленту. Ширина этой ленты 155 петель. Она по краям имеет такое скругление. Видите, начало и конец. На пледе нужно выбрать место, где вы будете выкладывать этот цветок. Вот так сейчас положу, просто скручу. Можете здесь положить, в уголке, вот как я. Можете как-то сюда ближе. В общем, сами решайте, где будет ваш цветок. Берем эту ленту. Вот это будет левый конец. Вот это низ, начало ряда первого, да. Эту ленту мы возьмем с правой стороны. Тут тоже также остался хвостик. Пока его оставим, не будем трогать. И нам нужно немножко присборить. Вот так, как бы. Один край, вот этот край, где мы набирали петли, мы его вот так чуть-чуть присборим, чтобы получились такие волны. Это можно сделать по-разному. Сделаем сначала вот так складочку. Буквально вот видите, какая-то складочка. Вот так делаем такую ступенечку. Вот так, видите, сложили. Дальше мы прошиваем. В иглу вставили 2 метра пряжи, чтобы нам точно хватило. Оставляем здесь хвостик вот так и обратно прошиваем. Такое двойное получается полотно в этом месте. Так, зафиксировали. Здесь я сразу свяжу, чтобы не развязалось. Видите, кончик с основной ниткой мы завяжем один раз. Или можно даже 2 раза, чтобы не развязалось. Дальше, смотрите, здесь получилась такая складочка. Такие складки нам нужно сделать по всей ленте. Перемещаемся сюда, вот сантиметров через 5 нужно сделать новую складку. Мы эти 5 сантиметров просто вот так иголкой проходим по полотну. Вот так просто протягиваем. И здесь дальше снова делаем эту складку. Вот так складываем и прокалываем туда от себя с изнаночной стороны на лицевую. Теперь обратно с лицевой стороны на изнаночную. Так же само протягиваем,
Чтобы закрепить, можно еще раз. Она может слабо закрепляться после первого раза. Так. Берем край прям и протягиваем. Так, сделали опять складочку небольшую. Дальше перемещаемся по ленте. Опять делаем здесь дальше складку. Видите, вот такую. И так же само прошиваю, чтобы ее зафиксировать. Туда-обратно. И еще раз буду делать 2 раза. Так, и обратно. Здесь нет каких-то точных мест, куда нужно ввести иглу и вывести. Просто мы интуитивно это делаем. Чуть-чуть присбариваем край полотна. Складку можно сделать не в правую сторону, а в левую, как хотите. Видите, вот этот уголок складки я проколю сейчас вот так иглой. Вот он, уголок вот этот. И ввожу иголку в полотно. И тогда вот этот уголок фиксируется. Таким образом нужно, вот видите, сделать весь край таким волнистым слегка. Нужно пройтись так по всей ленте до конца. Хорошенько зафиксировать каждую складку. Мы немножко стянули один край нашей ленты. И если измерить сантиметровой лентой по этому краю, получается 80 сантиметров. Вот здесь, где мы фиксировали складочки, видите, 80 сантиметров. Если хотите эту ленту длиннее в итоге получить, то изначально нужно ее связать длиннее. То есть набрать можно и 200 петель, и 250 петель для ширины ленты. Вот последняя складка. И нить вот осталась, такая длинная у меня. Мы можем выложить нашу розочку на полотно, на плед. Каким образом вы будете складывать? Вот смотрите, можно посильнее закрутить. Она получится таким образом повыше как-то. Такой цветочек. Можно послабее. Каждый вот как хочет, в принципе, так и сделать. Я вот решила сделать примерно вот такое, так как она после стирки, мне надо, чтобы выглядела тоже хорошо на пледе. Ищем место, где будет пришиваться наша роза. Вот на этой стороне, на лицевой стороне будем пришивать розу, где наши волны. И вот в таком виде, как наша роза находится, мы ее постараемся положить и сюда. Теперь нужно хорошо выровнять плед. Он должен быть ровный, особенно в длину. Вот так. И в ширину чуть-чуть выровняем. Нижний край вот этой ленты мы должны пришить этим хвостом, что осталось пряжи у нас. Вот так будем пришивать. Далее выкладываем верхний слой ленты, как он должен лежать. Вот этим хвостиком вторым также можно где-то зафиксировать будет эту ленту. И вот так можно ее, она после стирки будет вот в таком виде. Осталось самое простое — пришить. Или самое сложное, кому как. Пришивать мы будем так же само, как и цепляли, вот делали стежки, делая вот эти складочки. Так же само небольшие стежки будем делать и для того, чтобы пришить розу. Сначала мы переместимся в начало ленты, вот так. Аккуратно работаем с этой пряжей, чтобы пушок нигде не вылез и не застопорил нам вязание. Так, кладем. И теперь смотрите, прижимаем в нужном месте и иголочкой делаем стежок. Желательно не за одну дужку, не за одну нить, а захватить ниточки, даже 3 можно, вот чтобы было 3 нити на игле. Видите, 1, 2, 3. Вот, тогда оно не вытянется. Если захватите только под одну дужку какую-то, может вытянуться после стирки. Нам это не надо, поэтому хорошо надо пришить. Цепляя вот таким образом, смотрите, 3 и вводим и выводим. Все, прихватили. Дальше нужно переместиться чуть-чуть сюда. Так же само перемещаемся, делая вот такое одно движение иглой. Протягиваем и снова цепляемся. Вот так к полотну. Выравниваем полотно, выравниваем ленту. Цепляемся и прокалываем. Дальше снова перемещаемся по ленте, выкладываем красиво нашу вот эту вот волну эту. И здесь так же само я прихватываю
3 дужки и прокалываю ленту обратно. Таким образом мы перемещаемся. И вот где лежит ленточка, как мы ее вот так красиво уложили, вот по этому кругу такому образовавшемуся мы и проходим и пришиваем вот до этого места. Пройдите вот так вот все сюда и здесь встретимся. Итак, мы прикрепили с вами вот такой круг, сделали простыми стежками. Если вы швея, то вы можете еще лучше даже это сделать, так как, насколько я знаю, вы знаете много разных способов, как пришивать. Теперь нам надо остаток ленты пришить. Все, я пришью вот так. Вы, может, чуть-чуть по-другому вы сделаете. Мы пока что пришиваем внутренний край, потом нужно будет пришить вот этот внешний. Видите, оно, если его не пришить, оно же будет после стирки вот так висеть. Все, нам это не нужно. Поэтому мы еще по внешнему краю пройдемся, так же само будем пришивать стежками. Визуально рисуем круг меньшего диаметра и вот по кругу пришиваем поближе сюда, в центре, вот так. Так же само можно чуть-чуть сменить тактику здесь. Пришивать уже вот так поближе. Вот прихватываем так же само за несколько дужек и будем просто вот такими стежками. Так, дальше сюда. Следующий стежок рядышком делаем. Помните, что чем шире вы делаете стежок, тем шире стежок получается на изнаночной стороне, а они же нам не нужны, там будет некрасиво. Поэтому всегда смотрите, делайте короткие стежки, чтобы на изнанке было все красиво. Мы же думаем и про изнанку, когда вяжем лицевую сторону, когда работаем с лицевой стороной. Затягиваем также не сильно, чтобы не стягивать сам плед. И крепко пришиваем, но не затягиваем. Вот так подкручиваю. И вот так по кругу пришиваю дальше. Дальше сюда перехожу. Иглу провожу под 2 дужками на пледе, не 3, а 2, даже так лучше. Повернем ленту, опять прокалываю ленту и 2 дужки пледа. Снова поворачиваем, прокалываем ленту, прокалываем полотно пледа. Вот так. Если постирается плед, то он будет, наша роза выглядеть будет вот так. Поэтому этот хвост пришью вот так как-то. Все делаю, девочки, интуитивно. Нету какой-то строгой формулы, как это пришивать. Так, и еще раз прокалываю ленту. Так, и здесь. Вот так пришили. Вот эти хвосты вывести нужно будет куда-то вовнутрь и связать, спрятать. Так же само стежками пришиваем край розы. Точно так же, как мы пришивали внутренний край, точно так же и внешний. Несложная работа у нас с розочкой. Так, смотрите, я прикрепилась в этом месте уже на ленте. И дальше двигаюсь. Смотрите, мне нужно, вот я сразу смотрю, где нужно прикрепить розу. Хочу прикрепиться сантиметров через 5 вот здесь. Вот так. Для этого нужно переместиться в эту точку. Перемещаемся вот так вот по лицевой стороне, так же само. Только не кладем нитку на вот эти волны, чтобы не получилось, что вы вот так положите, видите, как-то и испортите узор на лицевой стороне. Только между этими волнами. Так, добрались? Нет, нет. Еще один стежок. Можно по диагонали перемещаться. Главное добраться до той точки, куда нам надо. И в этом месте прикрепляюсь вот здесь. Так, цепляю, вывожу один раз. И еще раз. Далее смотрим, надо дальше прикреплять. Надо, только уже вот здесь, пониже. Нужно переместиться по диагонали. Вот так, вот сюда, чтобы зафиксировать розу с этой стороны. Для этого мы также само перемещаемся, только минуя все волны, минуя все наши волны. Вот так, незаметно. И пришиваем здесь. Так.
Один стежок. И еще раз на этом месте стежок. 2. Поворот. Далее нам нужно выводить иглу на лицевую сторону. И перемещаемся, смотрим, куда нужно прихватить. Вот здесь пришить, вот здесь. Вот так. Перемещаемся, смотрим аккуратно, чтобы не испортить рисунок. Так, еще раз по диагонали. Ближе к центру вывожу. Вот так прикрепляемся. Один раз. И второй раз. И у меня закончилась почти пряжа. Сейчас второй раз прикрепляюсь. Вот так. Все, и вывожу на лицо. Раз. И на изнанку. Все. Сейчас я привяжу нить. Смотрите, что получается. Вот так она будет, наша розочка, лежать. Если хотите, чтобы она лежала прям такими волнами большими, то вяжите вот эту розу, ленту вернее, пошире. Вот прям набирайте петель 300, 350, можно даже 400. Тогда у вас будет она, вот эта лента широкая, более длинной. И вот этих волны можно сделать повыше. Видите, они у меня не сильно высокие такие. Ну, это на любителя. И помните, конечно же, что роза, она утяжеляет плед в этом месте. Пол мотка пряжи, да, вывязана. 50 грамм весит наша роза, где-то так. Если будете вязать ее еще больше, вернее ленту, если будете вязать еще шире, то она будет еще тяжелее. Это тоже учитывайте. Так, дальше мы вот так заходим с изнанки возле кончика, который остался. Мы их потом свяжем просто и обрежем нить. И дальше двигаемся незаметными стежками в полотне. И прикрепляем там, где нам нужно. Так, думаю, здесь сделать это. Один стежок. И второй стежок. Вот так. Отлично, поворот пледа. Дальше, где еще я хочу прикрепить? Вот дальше здесь, видите, сильно высоко будет, если не прикрепить. Поэтому еще раз сделаем сантиметров 5-7. И дальше еще один заход. Так, готово. И я думаю, вот этот уголок, который прям в центре, видите, тут остается вот такое вот место. Нам нужно его прикрыть. Мы прикроем его вот этим вот участком. Для этого доберемся до края нашей ленты стежками. Вот так. Здесь, в принципе, даже 2 раза можно здесь прикрепиться и здесь. Давайте так и сделаю. Сейчас я вернусь назад и повыше. Вот так. Видите, я абсолютно... У меня нет точной формулы, как ее прошивать. Точных точек, где прям нужно каждую точку пришивать. Это вы будете делать интуитивно. И я уверена, у вас получится. Вы просто повторяете за мной, и все получится. Так, пришили. И двигаемся к нашему краю. Так, сюда, 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 сюда. Вот последний штрих. Давайте сделаем. И прикрепимся. Смотрите, где мы. Вот здесь. Вот так цепляю. И пришиваем. Вывожу еще раз. Цепляем. Повыше можно иглу вывести на лицевой стороне. И крепим. Вот так. Так, ну что ж, посмотрим на готовый результат. Такая розочка будет стоять. После стирки она вот так ляжет. Не думаю, что каждый раз при использовании ее нужно прям поднимать и выкладывать. Мамочки больше за практичность. Постирал, все должно лежать вот изначально так надо сделать, чтобы прям так всегда оно
и держала форму. Я думаю, что оставлю и вот этот уголочек зафиксирую, чтобы он не поднимался. Для этого поднимусь вот так по кромочным. Вот так. Еще раз. И его прикрепим. Так. Сшиваем как бы две части. Так, 3 стежка я делаю. Чтобы роза не сильно провисала, когда постираете плед, можно оставлять здесь не такое большое расстояние, а оставить сантиметров 2. А в этой области вот можно сделать сплошную стыковку, вот как я здесь прошила, с одной стороны прошила, видите, чтобы роза, когда постираете, не провисала. Я сформировала ее таким образом. У вас она получится или такая же, или похожа чуть-чуть. Будут, конечно же, отличия, потому что каждый мастер по-своему может что-то видеть, что-то творить. Вот такая у меня высота ленты, а вы можете ее сделать еще выше, 10 вот этих волн или больше. Но помните, что роза утяжеляет плед, не забывайте этого. Все хвостики очень легко прятать на этом пледе, просто связываем их вместе, вот эти кончики, раз, два, это самый простой способ. Я вам ставлю еще один способ, как можно прятать хвосты из такой пряжи. Все, и обрезаем. Готово.